Всех приветствую. Продолжаю создавать свой первый двигатель Стирлинга. У меня чертежи лежат в интернете, поэтому я переношу их на бумагу в виде эскизов. В этом видео буду делать поршневую. Это цилиндр рабочий и рабочий поршень. Ну а это поршень вытеснителя, цилиндр с ребрами охлаждения и гильза вытеснителя. Не знаю, запустится он с первого раза или нет. Но надо в общем пробовать. Надеюсь, все получится. В этом конкретном видео будет много обработки титана. Потому что из него планирую сделать сам вытеснитель. Вот он должен быть пустотелый. И цилиндр под вытеснитель, вот этот вот, тоже сделаю из титана. Потому что он должен обладать малой теплопроводностью. Вообще по чертежу он из латуни сделан. Но я постараюсь сделать из титана. Еще люди из нержавейки делают, но у меня такой болваночки нету. Зато есть вот такая болванка из титана. Обратите внимание, какая она кривая. Ну и буду потихонечку ее обдирать. Заточил резечек своим старым добрым способом. И как видим, понемножку идет. Подача самая малая. Вот так, ребят, идет процесс. Заготовка очень неровная. Даже не знаю, как ее тут лучше выставить. Ну, выставил как смог. Поэтому, чтобы начать работать, надо для начала сделать заготовку. Титан очень красиво обрабатывается. В общем, заготовка почти готова. Нужно отрезать кусочек и можно делать гильзу. Сверлю титан. Материал сверла быстро режущая сталь. С кобальтом, правда. Постепенно засверливаюсь. Оборотики самые маленькие. 120 оборотов в минуту. Титан очень быстро нагревается. Поэтому немножко тонким сверлом, потом сразу побольше. Просто это сверло, оно даже глубоко не сможет войти. Это очень короткая режущая часть. Но сверло качественное, поэтому делаю предварительно им. Это сверло с обычного быстрореза R6-M5. Довольно-таки дешевое сверло. Теперь прохожу сверлом на 17. Сверлышко свежезаточенное, поэтому идет очень хорошо. Просверлил все сверлами. Задача оказалась не из простых. Теперь хочу проконтролировать качество отверстия. Ну, разница где-то 4 соточки. Внутри поверхность довольно-таки гладенькая, но поршень вытеснителя, он здесь не соприкасается со стенками, по крайней мере не должен. Если все ровно сделать, он соприкасаться не будет. Теперь интересная задача, нужно переточить сверло, сделать его тупым, ну, чтобы сделать под 90 градусов донышко, потому что сейчас оно вот такое. Заточил тупое сверло. Все, донышко готово. Самое сложное было для меня это сделать отверстие в титановом прутке заданной точности и заданного размера. Все вроде бы как получилось. Можно даже посмотреть, что получилось здесь. Получился вот такой стаканчик. Теперь нужно обработать его снаружи. Он должен быть очень тоненький. Вот такая деталь получилась, ребята, из титана. Очень легенькая деталька. Просверлил отверстие, резьбу нарезать не получилось, поэтому резьбу нарежу на радиаторе. Теперь буду делать поршень.
собственно, вытеснитель, который будет вот здесь внутри бегать. Снаружи прошел, теперь нужно сверлить. Рассверливать по титану очень непросто оказалось. Что первую деталь, что эту. Она мгновенно разогревается, теплоемкость у нее, видно, очень маленькая. Сразу разогревается и сверло начинает подзастревать. Поэтому приходится очень хорошо охлаждать ее. Нарезаю резьбу шагом 0,8 миллиметров. Чистовой проход по наружному диаметру. Отрезаю заготовочку. Поршенек частично готов. Получился очень легенький. Почему частично? Здесь еще донышко должно быть и ось. Жить он будет вот здесь. Вот так вот он болтается. Ну тут, ребят, и должен быть зазор миллиметр. Он должен при прохождении внутрь отсюда горячий воздух выталкивать в другую сторону. А когда в обратную, он холодный сюда перекачивает. В общем, такой его смысл. Стенок он касаться в идеале не должен. То есть нужно все так отцентрированно сделать, чтобы стеночек он не касался. Приступаю к изготовлению радиатора, который будет ставиться вот сюда. Ребра охлаждения буду делать с вот этой вот болванки. Мне ее подарили ребята, Жека и Славик. Пацики, спасибо вам за это. Я думаю, они смотрят это видео. Отрезаю кусок хороший, который мне понадобится. Ну а с того, что осталось, буду делать уже детали для двигателя. Все. Такая вот, ребят, новоиспеченная деталь. Все отлично заходит. И можно соединять уже резьбой. Итак, друзья, становится все интересней и интересней. Выточил такую вот втулочку, которая будет в камеру вытеснителя ставится, и по ней будет ходить шток, а внутри поршень. Вот теперь нужно этот поршень мой пустотелый соединить с этим валиком. Причем соединить, сделать посадку с натягом. В чем же интересность этого процесса? Нет у меня развертки нужного размера и даже сверла, чтобы сделать отверстие и подобрать посадку, чтобы была с натягом. Поэтому выточил такой вот микрорезец и буду растачивать отверстие диаметром 3,5 мм. Он сюда, как видите, заходит спокойно. Итак, погнали. Резьбу сделал очень плотную, ребят. Удалось накрутить только с помощью патрона. Накрутил и разработал. Все это закручивается, и мы имеем вот такое биение. То есть, как видим, биения практически нет. Теперь можно снять. И теперь отрезаю вот это дело вместе с поршеньком. Сразу закрутил, чтобы было как можно жестче все это дело. Есть контакт. Для начала попробую впрессовать таким способом. Упер в выточки. И попробую, как оно идет. Так, идет вроде бы.
Но идет очень жестко. Пробую протолкнуть далее. Ну, идет потихоньку, ребят, что я вам могу сказать. Получилась вот такая красота, такой вот поршенек. Сейчас нам нужно его проверить, не будет ли он цеплять внутри гильзы. Для этого беру саму гильзу, кидаю его туда и ставлю вот эту втулку. Теперь я ее прижал. Ну, то есть вот, не знаю, по-моему, ничего там внутри не цепляется. Все ходит нормально. Чтобы на втулке был легкий ход, я намазал алмазной пастой и теперь притираю. Как видим, смотрите, как оно. Оп. Стало гораздо лучше. А здесь давление должно держать, потому что, оп, слышно, что здесь тоже уплотнение весьма хорошее. Все, с этим делом все. Теперь можно приступать к изготовлению рабочего цилиндра. С поршнем я решил сильно, друзья мои, не заморачиваться, а взять уже готовый поршень от КМД 2,5. Это микродвигатель, вот у меня подубитый поршень здесь есть. Я его возьму как раз таки за основу вот этого всего. Правда, он имеет немножко больше диаметр, на полмиллиметра он больше, чем надо. Ну, я думаю, это несущественно, и Стирлинг заработает и с таким поршнем. Почему не делаю новый поршень? Просто, чтобы не затягивать с видео, хочется сделать побыстрее. Я думаю, на моем канале изготовление поршня вы еще неоднократно увидите. Сейчас моя задача сделать рабочий цилиндр. Он достаточно простой. Вот, пожалуйста, диаметр 40 мм, высота 33. И отверстие должно быть на 14. Но у меня поршень на 14,5, поэтому сделаю немножко больше. Надеюсь, это сильно не скажется. Подобрал уже кругляк. Вот он как раз диаметр 40 миллиметров. Итак, друзья, кажется, что-то уже получилось. Ну, поршенек пока туговатенько входит, но я думаю, на этом стоит остановиться. Далее уже как-то его притирать, но не растачивать. Даже на сухую создается довольно-таки неплохое разрежение. Ходит не совсем плавно, где-то закусывает, но это все дело можно притереть. Главное, что нет зазора, вот так оно свободно здесь ходит. А так уже, вон, как пружина. По звуку даже можно слышать. Ну, это я пальцем затыкаю. Итак, друзья, что же мы имеем на данный момент? Ну, во-первых, мы имеем вот такой цилиндр. Сюда вставляется вот эта весч. Ну, а внутри будет ходить поршень. Значит, вставляем. Раз. И два. Вот так это будет выглядеть. Здесь насаживается радиатор, который будет охлаждать половину этой камеры. Тут еще маленькое отверстие нужно будет просверлить для выхода воздуха наружу. Также мы имеем и второй цилиндр. Он будет запитываться от стандартного поршня, от микродвигателя. И постараюсь внедрить стандартные шатуны. Потому что с шатунами очень много мороки на изготовление, они мелкие. В общем, как-нибудь я это тоже буду делать, но не в этот раз. Поршень весьма плотно вставляется. Его еще нужно будет притереть, чтобы он легче ходил. Но это, ребята, даже еще не все. У меня даже есть уже вот такая вот штукенция. Обратите внимание, то есть это уже основа для двигателя Стирлинга. Но она еще не готова, здесь нужно кучу мелких отверстий просверлить, сделать всякого рода
состыковки. Маховик будет сидеть вот здесь. Вот в таком виде он будет здесь сидеть. Здесь будет поршень с цилиндром. Ну а здесь вот эта вещь. Вот так это плотненько все будет сюда насаживаться. Как вы видите, двигатель уже почти готов, но это почти обманчиво. Здесь нужно сделать много мелких деталей, все соединить и запустить его в работу. Сделать, чтобы он работал. Это тоже не так-то просто. Все настроить, все длины шатунов. Я здесь немножко поменял конструкцию. Но надеюсь, все будет отлично работать. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередных видео. Всех благодарю за внимание и всем пока.